Всем привет! В этом видео я хочу рассказать о том, как довольно удачно провел апгрейд своего компьютера, а именно обновил свою старую видеокарту на новую. Была у меня видеокарта 1660 Super, которую я купил еще 2 года назад. И были у меня такие мысли, не обновить ли видеокарту путем продажи своей предыдущей на Авито и покупкой новой на вырученные деньги. Местом покупки нашего магазина я не рассматривал из-за того, что ценник на представленные видеокарты очень уж высокий. Поэтому свое внимание я обратил на такие площадки, как AliExpress и Computer Universe. Что касается последнего, на Computer Universe я еще ни разу ничего не заказывал, хотя, конечно же, теоретически представляю процедуру покупки в этом интернет-магазине. Кстати, если у кого есть реальный опыт покупки с Computer Universe, поделитесь, какой способ доставки лучше выбрать: EMS, DHL или UPS. Насчет способов оплаты более-менее понятно. Кредитная карта — это в том числе обычная дебетовая карта. В общем, остановился я на более привычном для меня AliExpress. Там тоже есть свои минусы, такие как отсутствие вменяемой гарантии, порой недобросовестные продавцы, а в отдельных случаях неадекватная цена по сравнению с местными магазинами. Поэтому все эти факторы стоит учитывать. Что касается моего случая, к магазину, в котором я планировал купить видеокарту, я присматривался уже давно, изучал его ассортимент, отзывы, время работы на торговой площадке, поэтому в этом плане у меня уже была некоторая уверенность. К тому же незадолго до этого я уже заказывал там процессор, эта покупка прошла отлично. Что касается цены, на момент заказа разница в цене по сравнению с местными магазинами на данную модель видеокарты составила 22 тысячи рублей. Стоит учитывать, что с помощью купонов я уменьшил цену на 2 с небольшим тысячи рублей. И, к моему счастью, мне не пришлось платить таможенный сбор, который мог составить от 5 до 6 тысяч рублей примерно. И даже с учетом этих теоретических расходов, покупка оказалась более выгодной по сравнению с ценником местных магазинов. Самым щекотливым вопросом при покупке с Али остается отсутствие гарантии. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я решился на эту покупку, тем более видеокарта новая. В итоге я продал свою 1660 Super за 54 тысячи рублей. Это декабрь 2021 года. И приобрел RX 6600 XT за 52 тысячи рублей. То есть я успешно продал свою двухлетнюю видеокарту проклятым майнерам, которую, к слову, покупал в свое время за 17 тысяч, и получил более производительную карту. Вообще поклонник продукции компании Nvidia, но в данном конкретном случае таким апгрейдом я более чем доволен. Да, можно было бы доплатить 10-15 тысяч и приобрести RTX 3060, но, честно говоря, технологии Ray Tracing и DLSS для меня не первостепенные, переплачивать лично я не видел смысла. Немного о самой карте. Она имеет питание 8 пин, оборудована 2 вентиляторами и бэкплейтом. Имеется функция Fan Stop, то есть без особой нагрузки вентиляторы находятся в состоянии простоя. В играх под нагрузкой температура в среднем 60 градусов, карта достаточно тихая. Однако при показаниях тахометра более 55%, а это количество оборотов свыше 2000 в минуту, уже слышен небольшой шум. Он не очень громкий, не раздражает, но тем не менее он есть. Системник стоит у меня рядом на столе, если играть в наушниках, то звука практически не слышно. Карта оснащена 3 портами DisplayPort и одним HDMI. В дебри технических характеристик даваться не буду, в сети и в частности на YouTube полно этой информации. Кстати, на YouTube есть такой канал E2Buy. В одном из своих роликов они делали обзор 4 версий 6600 XT. Это Asus Duo и Strix, MSI, Gigabyte. Там показан разбор карт, сравнение плат, оценка системы охлаждения и нагрузочные тесты. Довольно познавательный ролик, как и канал в целом. На данный момент курс биткоина и эфира заметно упали, и цены на видеокарты пусть немного, но снизились. Поэтому сейчас такую махинацию я вряд ли бы провернул. Но суть в том, что перед любой покупкой чего бы то ни было, будь то видеокарта, компьютер или какая-либо другая техника, всегда сравнивайте текущие цены в разных магазинах, и вы обязательно найдете что-то более выгодное по стоимости. Удачных вам покупок!